Виктор Александрович, здравствуйте, я вас приветствую. Большое спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Вы не так давно стали деканом факультета математики и компьютерных наук в Санкт-Петербургском государственном университете. Правильно я? Да, все точно. Скажите, начну издалека наше общение, вы больше математик или компьютерный научник? Математика я, конечно, больше, хотя в свое время участвовал тоже и в олимпиадах по спортивному программированию, интересовался как-то этой областью. Ну, конечно, я математик в основном. А на факультете у вас учат математике или программированию? И тому, и другому. У нас разные программы есть. Есть программы, где больше упор на математику, есть программы, где больше упор на программирование. И есть, так сказать, сбалансированные программы, где и того, и другого хватает. А программистам, как вам кажется, и то, и другое нужно? Или математика – это что-то больше про какую-то фундаментальную науку? Ну, программирование же разное бывает. То есть понятно, что если условно какие-нибудь там JSON-формочки перекладывать, то, наверное, математика вообще никогда не пригодится, там, кроме булевой алгебры, там, чего-то такого. Но если посмотреть там немножко пошире, да, значит, как бы все, что связано там с геолокацией, и все, что связано с компьютерной графикой, с нейросетями, это все, конечно, математику использует. Ну и модная парадигма современное функциональное программирование, оно же тоже из математики пришло, по сути. Есть как бы есть язык, который математический, который это описывает, теория категорий. Там, вот. Так что, если хочется быть профессиональным программистом, то математика нужна. А вы не замечаете у студентов некое отторжение этого всего математического груза, который они должны изучить для того, чтобы стать в итоге программистами, которые формочки перекладывают? Ну, знаете, у нас все-таки очень небольшой набор, очень элитный, поэтому как бы там это практически не ощущается. Хотя кто-то жалуется, конечно, на перегруз, ну, не только по математике, а вообще, в принципе, что слишком много времени надо учебе уделять. Ну, это нормально, наверное. Знаете, у меня такое ощущение, как у программиста, что большое количество современной математики, которая не фундаментальная математика, которую мы учим в первых классах школы, а та, которая появляется более свежая, она мало касается практических задач или, может быть, вообще их не касается, и, может быть, вообще никогда не коснется. Ну, например, я слышал о теории групп, которой занимаются десятки ученых, не одно десятилетие, но совершенно, по-моему, непонятно, для чего это нужно. Просто какая-то игра цифр в головах у ученых. Ну, конкретно теория групп, она имеет приложение в кристаллографии. Многие, так сказать, более того, ну не многие, но, по крайней мере, некоторые математические результаты были сначала получены химиками, правда, с ошибками. Пока не подтянулись математики, так сказать, и не объяснили, как на самом деле. То есть нет, конечно, группа это все, что имеет симметрию, а в природе очень, и в природе, там, так сказать, и в программировании многие вещи имеют симметрию. Все, что имеет симметрию, все это связано с теорией групп, так или иначе. То есть развивать ее имеет смысл, даже несмотря на то, что многим практическим задачам это совершенно не близко. Ну давайте посмотрим, например, булевая алгебра, скажем. Буль-то жил в 19 веке, причем скорее в середине 19 века, когда еще никаких компьютеров даже, так сказать, на горизонте не просматривалось, но тем не менее, как бы это нашло приложение. Ну и таких примеров на самом деле десятки, когда какие-то теории там выстреливают там, через десятки, иногда даже через сотни лет. А вы такое желание в среде программистов вы поддерживали, если бы программист склонялся в сторону такой математики? Нет, естественно, мне всегда нравится, когда, знаете, какое-то такое хорошее ощущение создается, когда математика действительно пригодилась где-то, по делу, там не просто там, так сказать, как-то ум свой показать, что называется, а действительно, когда она действительно пригождается. Я несколько лекций ваших слушал по математике, и, будучи не математиком, но тем не менее программистом, мне достаточно сложно, и это не только ваших лекций касаются, в целом лекции о математике, первые несколько минут пока еще понятно, пока речь идет о введении, что ли, в проблему, но потом появляется такое большое количество
терминов и такое большое количество, я так понимаю, вещей за кадром, которые предполагается, что слушатель знает или, может быть, держит в голове, что содержание лекции становится очень, ну, или очень, или совершенно непонятным, и я останавливаюсь на 10-й минуте, потому что понимаю, что, видимо, здесь нужно остановиться и каждую следующую фразу с учебником в руках разбирать, потому что математик говорит что-то из 5 слов, но за этими 5 словами скрывается целое обоснование, которое почему-то он упускает, лектор, и мы проходим дальше, предполагая, что нам все понятно. Ну, вы опять же учтите, что у нас довольно элитарная программа, поэтому ну, у нас в основном поступают по олимпиадам, вот у нас значительное количество это там победители, призеры всероссийских олимпиад, вот, поэтому, ну, даже кто нет, кто-то наверняка учился в кружках каких-то или еще что-то, то есть люди подготовленные, им это, конечно, проще. Вот, то есть это не то, как надо, так сказать, ну, так сказать, в среднестатистическом вузе, грубо говоря, математику читать, все-таки какие-то особенности имеются. То есть математик должен знать много исходного материала, прежде чем он поймет какой-то следующий материал. Правильно я Ну, понимаю? это так везде, мне кажется, почти в любой области человеческой деятельности. Ну, вот музыка там сначала гаммы какие-то проигрывают, потом там собачий вальс, потом еще что-то. Вот, это ж сколько, значит, вот в музыкальной школе там тоже, допустим, 10 лет могут учиться вот для того, чтобы начать все-таки уже что-то играть такое свое или сочинять что-то свое. А поскольку вы говорите, что у вас программа для избранных, то вы предполагаете, что у приходящих к вам абитуриентов уже есть любовь к математике, и вам ее прививать им не нужно. Ну, это предполагается так или иначе, да. Потому что, ну, конечно, мы пытаемся продемонстрировать красоту математики, это очень важно. Вот, но предполагается, что человек уже хотя бы готов к восприятию этого. То есть, как я понимаю, математика – это способ формулирования какой-то мысли строгим образом. Правильно я Ну, понимаю? можно и так, ну, вообще сложно дать определение математики. Да, ну, то, что вы сказали, да, годится как какой-то предварительный вариант. А как вы вообще считаете в целом, если посмотреть на массу программистов в мире, в стране, им высшее образование, особенно такое, как вы даете, является необходимым или это больше для каких-то исключительных персонажей? Не, ну, естественно, не предполагается, что каждый человек, который там какую-нибудь бизнес-логику где-то программирует там, или сайты делает, что он должен выучить математику в этом объеме. Естественно, мы готовим все-таки такие довольно специфические кадры, там, которые, в общем, ну, скорее там в будущем могут станут системными архитекторами там, или что-нибудь такое, чем просто, значит, линейным программистом, так сказать. Очень многие жалуются на то, что что вуз отбирает у них много лет жизни, и при этом то, что они учат, не пригождается им. И возмущаются тем, что некоторые компании требуют диплома о высшем образовании. Вы про это что скажете? Конечно, ну, знаете, вот я свои студенческие годы все-таки вспоминаю тепло. Вот, то есть это хорошее время. Ну, человек молодой, там, в компании молодых людей, там, девушек, да, вот, соответственно, узнает что-то новое, там, вот, как-то себя проявляет, ну, может быть, впервые, может быть, уже не впервые, вот, но тем не менее, так сказать, это уже по сравнению со школой, это, конечно, другой уровень, да, когда можно, например, на международную конференцию поехать или еще что-нибудь. А вот, мне кажется, это все равно студенчество это очень хороший опыт. Конечно, может быть, там половина не пригодится. Но, во-первых, никогда не знаешь, что пригодится, а что не пригодится. Вот. А во-вторых, ну, все-таки широта кругозора тоже нужна. И эту широту может дать только университет. Ну, по-хорошему, да. А аспирантура? Ну, смотрите, аспирантура, мне кажется, это скорее вот то, что называется theoretical computer science, да, теоретическая информатика, наверное, по-русски. Вот, это скорее именно для исследователей, которые там публикации какие-то пишут, там не код пишут, ну, может, код тоже пишут иногда, там, когда им надо, вот, но которые в основном там публикуются в каких-то журналах, выступают на конференциях, ну, в общем, академическая сфера. То есть, я думаю, для обычного программиста это, ну, скорее трата времени.
Вот. Но за рубежом, кстати, существует такое вот, я как минимум двух человек знаю, которые защитили, ну, PhD, то есть кандидатскую по-нашему, по математике, для того, чтобы получить в своей фирме лучшую позицию. Ну, причем там довольно не глупые, так сказать, не просто для галочки, там работы были довольно не глупые. С кем не говорю из программистов. Но у нас так пока не принято, насколько я понимаю. Вот с кем я говорю. С кем не говорю из программистов, все говорят, ну это ерунда какая-то, ну получу я этот PhD, это совершенно никак не отразится на моей зарплате, никому это не нужно. Вот что люди говорят. Ну, и в данном случае я скорее согласен, то есть это скорее для академии. То есть если человек там хочет стать ученым, то он идет в аспирантуру, а если не хочет, то не надо идти в аспирантуру. А стать ученым, разве это не выгодная стратегия развития? Ну, знаете, я вот о выгоде никогда не задумывался. Я занимался тем, что мне интересно. Вот. Ну, сейчас ученые даже в России могут хорошо зарабатывать, в принципе. Ну, не все и не везде, вот. Но, тем не менее, там, в отличие от 90-х, когда, в общем-то, надо было как-то подхалтуривать или уезжать за границу, или еще что-то. Сейчас вполне там, математикой и информатикой можно прокормиться. А если посмотреть дальше, в следующие 10 лет, 20 лет, мы же говорим о молодых сейчас студентах, которым нужно выбирать, куда пойти. Если сейчас они пойдут в аспирантуру, это еще год, 2, 3, 5, то куда через 10 лет они могут вырулить? Ну, в академию, то есть там защититься, там преподавать, там, допустим, в ВУЗе или работать в каком-то исследовательском институте. Или вот, например, ну вот это уже все-таки, вот это уже и у нас происходит, то есть отделы R&D, что называется, Research and Development, да, в фирмах, то есть у нас вот, например, лаборатория Huawei имеется, там, и еще какие-то тоже вот фирмы. Ну вот там именно теоретическое исследование. Ну, то есть код, наверное, тоже иногда писать надо, но смысл именно в теоретических исследованиях. Они готовы за это платить деньги, потому что им это действительно надо. То есть компания, приходящая в университет, она добавляет преподавателю, профессору зарплату. Ну, это немножко огрубленно, но можно и так сказать. Скорее, конечно, не профессору, скорее его там студентам-аспирантам больше. Вот, ну, профессору, может, тоже какая-то премия иногда полагается. А как ему вот стать действительно богатым человеком, если он выбрал дорогу академии? Ну, все-таки академия это не для богатства. То есть для достатка можно, да. Все-таки для богатства, мне кажется, это какой-то стартап нужно или что-нибудь такое. То есть, мне кажется, профессор все равно богатым человеком. Ну, или там заниматься какими-то другими вещами. Ну, вот есть такой пример, математика Саймонса, значит, ну, так сказать, вполне состоявшийся математик, там у него именные теоремы какие-то, премии. Вот, и он основал, ну, вот, финансовую компанию, основанную там на HFT, то, что называется, да, High Frequency Trading. Вот, ну и заработал реально миллиарды, там, потом фонды открывал всякие благотворительные, в том числе и науку поддерживал, медицину поддерживал. Ну, вот не так давно умер, к сожалению. Вот, можно, но для этого для этого все-таки надо заниматься чем-то другим, да. А вот знания, так сказать, ну, и метод мышления, которые человек приобрел в университете, они вполне могут пригодиться. Вот про метод мышления очень интересно. А этот самый метод мышления, он же, по идее, в обычном программировании может пригодиться не как знание о теоремах, а именно метод мышления может помочь программисту мыслить иначе, даже пускай он формочки перекладывает. Не кажется ли Ну, в вам том-то так? и дело, ну вот в том-то и дело, да, как Ломоносов еще говорил, что математика хороша уже тем, что ум в порядок приводит. То есть человек, который знает математику, мне кажется, он на код как-то смотрит тоже как-то более структурированно. Конечно, я согласен. Хотя есть программисты, которые совершенно ничего не понимают. В той математике, в которой вы понимаете, они, конечно, алгебру знают, они, конечно, числа перемножать умеют и булевую алгебру знают, но что-то более сложное, интегралы, это совершенно не для них. Но тем не менее... Интеграл, кстати, довольно редко в программировании нужен. Да. Но учат его, учат его несколько лет подряд в университете. Ну, не лет подряд, но долго на это
Ну, учат, да, ну, все равно как бы высшая математика, она как бы началась вот с того, что калькулюс называется, и с Ньютона Лейбница, конечно, это исторически важно. А как вы думаете, в этой математике еще много неоткрытого, непридуманного? Или мы уже... Ну, разумеется, то есть чем больше, как-то, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Чем больше мы открываем, тем больше, соответственно, и неизведанного, нового. Ну, то есть имеет смысл ставить уже проблемы, которые там, ну, древние греки, в принципе, не могли о таком подумать, там, или средневековые ученые. Ну, вроде бы кажется так, что эти проблемы, они не просто появляются, но еще и появляются с значительно более высокой сложностью, чем предыдущие проблемы. Условно говоря, теорема Пифагора, она формулируется в 2 строчках, а та же теория групп, только для ее формулировки, наверное, потребуется несколько, может быть, десятков страниц. И дальше будет продолжаться. Не, ну вот это, конечно, да, это определенный вопрос, да, как бы, что человек все-таки ограниченное существо, он не может, так сказать, слишком сложные вещи делать. Вот, а может быть, тут нам на помощь компьютеры как раз придут, там, искусственный интеллект, тот же самый, то есть, в принципе, это уже сейчас применяется, как, ну, естественно, не как основное, а как вспомогательный инструмент, там, для, допустим, перебора каких-то вариантов или еще чего-то. Вот, вполне себе можно использовать программирование, в том числе и искусственный интеллект, математику. А может быть, искусственный интеллект поможет нам и в математике, в изобретении проблем математических, в их доказательстве? Не Ну, думаете об это этом? будет, это будет, скорее всего, еще не скоро, но, в принципе, это возможно. И это немножко пугает, когда, так сказать, он станет умнее нас, так сказать, и начнет доказывать там какие-то вещи, которые мы даже не понимаем. Вот. Но Например. Потому что программисты очень боятся искусственного интеллекта, что он заберет у них работу, и, в общем-то, не безосновательно. А математики боятся? но вот пока все это, ну вот недавнее, что обсуждали, это то, что искусственный интеллект получил серебро на Международной Олимпиаде по математике. Решая задачи. Школьников, да, решает задачи. То есть он, по-моему, не решил там две комбинаторные задачи, в принципе, то есть 0 баллов, не умеет Мгм. решать. Вот, а все остальное решил правильно. Вот, и это, конечно, небольшой шок, потому что еще пару лет назад это, конечно, даже было не близко, он даже школьные эти задачи не всегда решал, обычные из учебника. Ну вот тот же чат GPT, пресловутый, всем известный, он задачки на IQ решает очень плохо. Только очень базовые, очень простые. Чуть более сложные он не понимает, как эти цифры подобрать. Если, допустим, дается ряд чисел и нужно поставить следующее число, допустим, из 5 чисел, шестое, он не придумывает, если только это не очень какая-то примитивная последовательность. Допустим, каждое число умножается на 2 там, или само на себя. Но если чуть более сложное, он теряется. Но там комбинированные методы используются, там не только большие языковые модели, там еще и вот, ну вот то, что, так сказать, людей в шахматы обыграла программа, потом в Go обыграла вот это вот AlphaZero, то, что называется, используется вот этот подход, и в качестве вспомогательного используются большие языковые модели. И вот вместе они работают довольно неплохо. Ну вот уже, то есть уже как бы уже уровня там олимпиадных задач. То есть чат GPT, ну не чат GPT, а вот этот вот искусственный интеллект смог бы к нам на программу поступить. Так а что же будет тогда в итоге? Ну, мы пока фантазируем, это может быть, не может быть, но скорее всего это случится, и чат GPT или подобные системы, или комбинации их будут в итоге делать то, что вы, математики, делаете сегодня, только в 10 раз быстрее и лучше. Что тогда с математикой, вообще с наукой, с людьми случится давайте подумаем, через 20 лет? Нет, ну тут есть разное. То есть, во-первых, есть все-таки вариант, что интеллект в какую-то стену упрется. То есть, ну, как бы, что называется, деревья не могут расти до небес, да, то есть то, что сейчас существуют какие-то тенденции, это не означает, что они будут все время. Возможно, там будет какой-то порог, после которого надо придумывать там новый способ, там, так сказать, может быть, небольшие языковые модели и не трансформеры, а что-то там еще новое. Мгм. Вот, но теоретически, конечно, это возможно. То есть уже сейчас искусственный интеллект выверяет задачи лучше человека, но, по крайней мере, быстрее человека.
Но к этому надо относиться, ну, примерно так же, как к промышленной революции, да, то есть вот когда появились вот эти всякие ткацкие станки, да, которые там заменяли десятки рабочих, вот ведь тоже уже были восстания, там еще что-то, да, и люди паниковали некоторые, а некоторые поняли, что, в принципе, ну, вот за этим будущее, все равно. Сейчас никто, ну, разве что для своего развлечения кто-то там вяжет, или там вышивает крестиком, вот, но обычную эту одежду делают машины. Вот, ну то же самое, наверное, да, может быть, даже и с математикой произойдет, то есть человек уже как бы будет как-то ставить более глобальные задачи, а вот там рядовую какую-то работу получать искусственным интеллектом, такое вполне возможно. Я где-то видел в интернете какой-то эксперимент на улице, где-то в Америке задавали вопросы прохожим, решить простейшие математические задачки, буквально там перемножить два числа или найти остаток отделения. И практически никто не мог их решить, даже не понимая, что от него хотят. Потому что люди привыкли к калькуляторам, привыкли, что им на кассе говорят, какой у них итоговый счет, сколько им нужно сдачи дать, и одно от другого они отделить не могут. Два числа поделить не могут или вычесть друг из друга. Может быть, все это нас ждет в целом, и мы станем просто такими больше живыми существами и меньше думающими существами. Не, ну это, конечно, плохо, да, с одной стороны. Вот, то есть есть всякие антиутопии, которые там представляют, что там человек как-то вырождается, может быть, не обязательно, как в «Матрице», там его порабощают, да, а он может просто, ну, то есть как бы искусственный интеллект, там, его, грубо говоря, обслуживает его потребности, но на самом деле человек духовно не растет никак. Вот, и это было бы, конечно, печально. Но с другой стороны, вот это же, так сказать, мне кажется, на глиняной табличке там, или какая там первая форма письменности была, тоже жаловались, что раньше люди наизусть все учили, а сейчас вот можно взять и подсмотреть. Да, точно. То есть у вас особо страха нет на этот счет, вы понимаете, что это естественный ход вещей? Мне кажется, да. Человечество со многими вещами справлялось. А когда вам студенты пишут работы, например, курсовые, дипломные, они же уже сейчас наверняка используют чат GPT и подобные системы. Вас это... Пока для развлечения больше, ну или для какой-то технической работы, типа написать введение, там, оформить список литературы по правилам. Вот, то есть по существу все-таки пока еще нет. То есть еще не тот уровень. А вас то, что они делают это, допустим, для введения или для списка литературы, не раздражает, не возмущает? Ну, это обсуждалось, и на уровне университета даже спрашивали мнение. А в целом я считаю, что, ну, мы же не заставляем там от руки, например, писать работу, правильно? Меня заставляли. И даже на машинке не заставляем печатать. Ну, вот это примерно то же самое. То есть, если какой-то механический, ну, условно механический труд можно облегчить, то почему это не сделать? Ну, они думать перестают. Введение достаточно важный раздел, который нужно подумать и написать. Ну, вот тут все-таки да, тут у математиков и у гуманитариев немножко разное может быть мышление, то есть, может быть, действительно в гуманитарной работе там введение и заключение, может быть, это вообще основное, что есть в работе, да, потому что как бы и выводы, как бы и постановка проблемы, а для математики это обычно все-таки такая печальная необходимость, ну, требуют, значит, надо. А все-таки там, так сказать, а вот основное это вот теорема, вот я молодец, я доказал теорему. В программировании тоже очень важно введение, заключение. У нас, мне кажется, не так важна основная часть, как поставить проблему, объяснить, зачем мы это делаем. Особенно во всяких эмпирических исследованиях, когда анализируется там, поведение, допустим, среднего программиста в какой-то среде, как программисты реагируют на такие-то, такие-то события, делается такое исследование, то здесь само тело статьи, мне кажется, оно менее интересно, менее важно, чем объяснить, зачем мы это делаем, почему мы это исследуем, каким выводом мы пришли. Ну, в эмпирических исследованиях, конечно, это очень важно, но вот я именно про математику, да, то есть для математиков это такая печальная необходимость. Ну, не то, что уж прямо печальная, но обременительная, так скажем. А ваши студенты, они пишут какие-то статьи научные, помимо дипломных работ, курсовых, именно статьи? Не, ну обычно все-таки человек работает над какой-то задачей, там, и из этой задачи и курсовая там дипломная работа получается, и опубликовать какие-то результаты можно при случае.
и если они того заслуживают, или хотя бы, так сказать, начать работу над какой-то публикацией, ну, конечно, публикуются. А вы им как-то помогаете в этом? Находить конференции, отсылать туда, оформлять правильно? Или это их? Но, в принципе, они уже и сами неплохо ориентируются. То есть обычно они просто просят там написать рекомендацию. Скажем, я хочу вот на такую-то школу или на такую-то конференцию, напишите мне рекомендацию. Ну, обычно сами ищут. И на международные конференции тоже. Но сейчас, конечно, с международными стало сложнее, вот, но, в принципе, там в Китай, допустим, или еще куда-то вполне можно поехать. А как бы вы сравнили наше образование с вот, международными вузами, китайскими в том числе, американскими, в области математики? Мы сильнее, слабее, в чем наши отличия? Но вот знаете, я бы, видимо, сказал так, что, конечно, бакалавриат, ну вот такое базовое высшее образование математическое у нас очень сильный, то есть один из самых сильных в мире. Допустим, аспирантура, там, конечно, мы уже ну, не можем конкурировать просто за счет того, что как бы, финансовых возможностей меньше, населения меньше, ну, то есть с тем же Китаем, вот, и даже с Соединенными Штатами. Вот они, ну, помимо того, что у них население в 2 раза больше, они же еще и со всего мира, так сказать, собирают таланты. Мы, конечно, тоже можем этим заняться, но это время, деньги, это ну, когда-нибудь можно начать догонять. Вот. Но вот базовое высшее образование, ну, школьное образование, именно вот математические школы, я имею в виду профильные, там, типа 239-го лицея, там, вот, ну, или сунцевских каких-то школ, вот, это одни из лучших, мне кажется, в мире. И в лучших университетах, конечно, вот бакалавриат математический тоже один из лучших. Вот. А чем дальше, тем, к сожалению, нарастает отставание. Мгм. А благодаря чему мы лучше? Лучше преподавателей или в чем причина? Мне кажется, в свое время это вот постарались там советские математики, может быть, физики. Ну, понятно, что там строили ракеты, там, так сказать, делали ядерную бомбу, там, вот, в какой-то момент, ну, просто нужно было много инженеров, поэтому на математическое образование и ученых, вот, поэтому на математическое образование не жалели ни средств, как бы, ни умов. Это еще, во многом это еще советский задел. Но это было когда? 40 лет назад? Ведь после этого все, кто были Больше тогда. даже. Да больше даже. Мне кажется, программы эти, ну, там, грубо говоря, составлялись в 60-е, потом пересматривались в 80-е. Вот, ну, понятно, что мы тоже пытаемся осовременить как-то, потому что, ну, наука на месте не стоит, добавляем, что новое появилось, там, может быть, методические какие-то вещи более, ну, с нашей точки зрения, правильно делаем. Определенная основа, конечно, была заложена еще тогда, когда, так сказать, был какой-то ну, во-первых, была гонка вооружений, но во-вторых, был какой-то еще глобальный оптимизм, да, что вот сейчас на Марсе будут требования системы. Вот, Мгм. и то, и другое как-то вот оно вместе очень сильно в положительную сторону повлияло. А что именно было создано? Программа обучения? Много чего. Ну, в том числе программы обучения, да. Это и Колмогоров, и Александров, ну, много не нужно перечислить. И главная система вот эта вот, например, математической школы, которая вот, несмотря на все, так сказать, неприятности 90-х, она как-то выжила, тем не менее, вот и сейчас она существует, ну, не хуже, чем была. Ну, то есть просто понять, в чем ее главный ингредиент. Это учебники, по которым учат детей. Ну вот, допустим, если именно ну вот я про кружки математические могу сказать, потому что я сам в них учился. Это цель сначала заинтересовать ребенка, да, какую-то вот задачу, ну такую по формулировке, может даже полушуточную или еще какую-то, вот, ну и объяснить, как там математика, ну, например, там начинают там с каких-нибудь рыцарей и лжецов, например, и вот как раз на этом, ну, знаете, да, рыцарь всегда говорит правду, лжец Мгм. всегда лжет, и какие-нибудь вот логические задачки на эту тему. Вот, ну и объясняют на этом, скажем, более валкой для начала. Потом там какую-нибудь счетность объясняют, потом там индукцию объясняют, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть в старших классах уже довольно даже серьезные науки добираются. И все это происходит благодаря тому, что у нас есть методика такого обучения. Да, можно так сказать, да. Потому что преподавать... И главное, энтузиасты есть, которые готовы этим заниматься.
Но энтузиаст – это материал современный, он же не пришел к нам из 60-х. Это вот сейчас люди родились, или там Ну, 40 лет. люди разделились сейчас, да, но, кстати, вот кружковская программа, она довольно консервативная. То есть я смотрел какие-то там, грубо говоря, конспекты из 80-х, и, в общем, не сильно отличается от того, что сейчас. Вот, то есть, ну, по-моему, это из рубрики «Работает не трогай». Естественно, там в программировании такой фокус не пройдет уже, да, там все время что-то меняется, да, вот, но в математике такой, ну, по крайней мере, кружковской математике все еще работает. А почему весь мир не копирует это у нас, если мы понимаем, что это хорошо? Ну, китайцы копируют, мне кажется. Китайцы же тоже с ними ноздря в ноздрю там на всяких международных олимпиадах. А американцы, мне кажется, ну, там помимо, так сказать, вот, там наоборот, то есть у них были тоже хорошие школы, вот, но сейчас обратная тенденция, то есть они считают, что это как-то дискриминирует, то есть если один человек умнее другого, то это неправильно. Вот, и поэтому они как раз, там целая борьба компании развернулась против вот этих вот специализированных школ. Это, конечно, для науки может быть вообще катастрофической. Ну, единственное, они, конечно, все равно выкарабкиваются за счет того, что приглашают уже состоявшихся ученых. Вот, Мгм. но вот с подготовкой именно школьников-студентов, ну, на бакалавриата, конечно, станет хуже, мне кажется, из-за политики, по сути. Как же так получается? Мы готовим более качественных, более умных математиков в начальной школе. Бакалавриат тоже, как вы сказали, готовит более качественных математиков. А в итоге, ну не знаю, экономика и, в принципе, Ну, индустрия, она слабее. Ну, опять же, есть там такие факторы, как там население, климат, там еще что-то, вот, где мы проигрываем, конечно, и США, и Китаю, которые, ну, географически просто южнее находятся, и население там больше, да. Мгм. Вот. А ведь многие вещи, они для того, чтобы выйти на самоокупаемость, нужно там сделать, там, грубо говоря, там, ну, грубо говоря, там какой-нибудь процессор, там надо 100 миллионов штук сделать, чтобы, так сказать, разработка этого процессора окупилась. Мгм. Понимаете, да? Вот. Ну, то есть, если есть такой рынок, то, соответственно, все хорошо. Если такого рынка нет, то, вот, то уже хуже. Ну, и есть, конечно, ну, связанный с этим фактор, что все-таки, ну, Россия по классификации все-таки развивающаяся страна, да. Ну, Китай, правда, тоже, но Китай уже настолько развился, что, мне кажется, уже, да. В принципе, это, так сказать, это уже политический аспект больше, что его называют развивающейся страной. Конечно, ну, они, грубо говоря, тупо перекупают. Да, то есть и китайцы могут там, так сказать, зарплаты предложить такие, что мы с ними не можем конкурировать. Ну и в Америке, конечно, тоже там, так сказать. Ну, чуть похуже в Европе, но Европа зато как-то поуютнее, что ли, ближе к нам по менталитету. Поэтому многие предпочитают Европу. А если бы у вас спросил студент, например, уровня бакалавра, и, так сказать, попросил бы искренне ответить, куда ему идти в магистратуру и дальше в PhD, либо в России, либо, например, в Европе, или в Америке, или в Китае, вы бы как ему ответили, если без патриотизма вот объективно смотреть на ситуацию? Ну, знаете, я бы, то есть, ну, как я сам делал, вот, и как другим советую, я бы защищался в России, вот, а потом можно там несколько лет поездить по разным странам, ну, в качестве постдока, то, что называется, да, то есть, ну, по-русски, видимо, стажер это называется, но это не совсем отражает суть дела. Вот, ну, и там таким постдоком можно, в принципе, там и 5 лет быть, и иногда даже 10 лет быть, до того, как найдешь постоянную позицию. Вот, это просто хороший опыт. Я сам там 2 года жил в Германии, 2 года в Канаде. Вот, Мгм. ну, просто посмотреть, как мир устроен. Вот, как наука устроена, познакомиться с какими-то людьми. Это, мне кажется, тоже важно. Ну, другой вопрос, что сейчас, опять же, политические какие-то аспекты, но все равно страны какие-то остаются, где нас ждут. Ну, для студента нет границ, он же не в санкционных списках. Он может выбрать, куда ему поехать, то ли в Америку, то Не, ли... ну это правда, да, это правда, и многие у нас тоже в Европу уехали, но, конечно, все равно это несколько сейчас затруднительно, потому что как бы и билеты дорогие, там, так Ну, это сказать, и да. все равно и визу сложнее получать, но, тем не менее, возможно. А почему защищаться бы у нас, вы бы советовали? Ну, мне кажется, что все-таки вот в наших традициях, что студент выбирает себе руководителя, и с этим руководителем работает довольно длительное время. Вот, то есть это может быть со второго, там, с третьего курса.
вот, потом в магистратуре, потом в аспирантуру. Ну, понятно, что можно в магистратуру в другой университет, например, поступить, в аспирантуру можно в другой университет поступить. Вот, но в целом у нас вот как-то все-таки сильна такая вот традиция передачи как бы, знания от учителя к ученику. Вот, ну, соответственно, вот я, если нашел хорошего учителя, ну, вот при таком условии, мне кажется, ну, имеет смысл у него и заниматься. Ну, а когда защитился, то уже самостоятельный человек, все, можно уже какие-то варианты пробовать разные. А иностранные студенты к нам едут? Есть у вас такая картина? Едут, но, конечно, меньше, чем, ну, то есть после известных событий их стало сильно меньше, потому что раньше у нас были как бы люди даже из Австралии, из Англии, из Франции. Вот, сейчас, конечно, ничего такого нет, ну, несколько китайцев ездят, но вот у меня, кстати, был довольно один сильный магистрант китаец, он сейчас в Канаду уехал. Вот. Ну, то есть бывают и сильные ребята приходят. Но сейчас в основном, конечно, что называется, из дружественных стран. Вот в целом, если посмотреть на эту картину, где одна страна, скажем так, готовит кадры, а другая страна потом этими кадрами, ну, скажем так, пользуется. Вас это не возмущает или вы считаете, что должен быть некий поток кадров из страны в страну, и это не принципиально, кто кого подготовил, лишь бы мы все вместе трудились на благо цивилизации? Хорошо бы все-таки, чтобы это был какой-то, чтобы это не была игра в одни ворота, да, то есть научный обмен это нормально совершенно, когда только в одну сторону движение, это, конечно, уже не очень хорошо. Вот, но что с этим бороться? Крепостное право отменили, там, невозможно людей удержать. Ну вот как-то у них получается, у американцев, получать кадры из разных стран. Ну вы сказали климат, да. Ну это... Ну, финансы, конечно, в первую очередь. Зарплаты, конечно, в Америке самые большие. Ну, кроме Китая, может быть. Китай, между прочим, на вот именно специалистов высокого уровня не скупится. То есть средняя зарплата в Китае, конечно, сильно ниже, но вот специалистам высокого уровня Китай платит даже больше, чем Америка, потому что они понимают важность. А вы бы в Китай поехали, если бы вам предложили позицию? Надолго нет. Ну, может быть, там на несколько месяцев, максимум на год. Все-таки совсем другой менталитет, и с этим немножко сложно. То есть европейцы для нас близкие люди все равно, а китайцы, они все равно по-другому. Ну и китайцы приходят на наш рынок сейчас активно, как компании, и финансируют нашу науку. Вот вы упомянули Huawei уже, и это не единственная компания. Конечно, единственное, да, нет, это как раз хорошее. Ну, то есть они же не то, что там себе в Китай забирают, они же у нас спонсируют науку. Это, мне кажется, хорошо и правильно. А вообще, как вам кажется, в целом, если посмотреть на эту интеграцию коммерческих компаний и вузов, нет ли в этом потенциальной угрозы? Ведь компаниям же, в общем-то, не очень нужна какая-то фундаментальная наука. Им эти все Ломоносовы и Менделеевы, они их мало интересуют. Им же нужны практические выводы, практические результаты. Не будет ли такого, что эти компании в итоге получат максимальный контроль над вузами благодаря своим деньгам, и мы потеряем, в принципе, науку как таковую? Ну, нет, ну, то есть к нам приходят вот именно за тем, что есть у нас, как бы и нет в других местах. То есть фундаментальная наука тоже нужна. Вот, то есть, ну, к нам и «Газпромнефть» приходила, там и, ну, и разные другие компании, я сейчас не буду называть, просто чтобы, ну, там, ну, преждевременно, так сказать, называть. Но, в общем, заинтересованы именно в том, что мы делаем, а не в том, что другие делают. Конечно, там ряду компаний просто нужны хорошие программисты, ну, в смысле, просто, грубо говоря, человек с мозгами, там, который там освоил какие-то основы. Вот, то есть не брать там по объявлению, что называется, который курсы где-то в интернете закончил, а все-таки ну, с более качественным образованием. А вот, такое тоже бывает, но к нам приходят другие компании. К нам, ну, вернее, может, и те же даже компании, но за другим. А вот, конечно, существует опасность вот такого браконьерства, когда там компания начинает там с третьего, с четвертого курса, так сказать, сразу, а иногда и раньше даже, вот, сразу к себе зазывать, там, в итоге человек не доучился, там, ну, для человека, может, так и лучше, с одной стороны, а нам все-таки хуже, потому что некоторые, ну, а зачем мы тогда, так сказать, с ним так долго мучились, если он в итоге все равно даже не закончил университет. Вот, ну, мы обычно стараемся договариваться, то есть мы, конечно, заключаем соглашение, вот, и там все такие вещи прописаны. То есть мы стремимся к тому, чтобы партнерство было взаимовыгодно. И компании выгодно, и нам выгодно.
Ну, браконьерство – это одна сторона проблемы, а есть вторая – это когда компания диктует профессорскому составу, чем им заниматься и какие результаты получать. Вы сейчас говорите, что компаниям интересно то, что вы делаете. Но это пока. Может быть, через время они скажут, давайте вы немножечко переквалифицируйтесь и перестанете заниматься фундаментальной математикой, теориями групп, а давайте будете заниматься вопросами, не знаю, шифрования данных более оптимальным и там, ускорения каких-то процессов на каких-то серверах, чтобы мы больше зарабатывали. И вы скажете... Разумеется, так и говорят, да, то есть они ставят какие-то задачи, которые им нужны, вот, но никто же не заставляет, то есть обычно находятся люди, которые, так сказать, готовы какими-то прикладными вещами заниматься. И есть люди, которым это и нравится, то есть не обязательно математику, он именно только теоремы доказывает. Но бывают люди, которым нравится, наоборот, что вот это какое-то приложение в реальной жизни имеет, непосредственно ощутимое, а не когда-нибудь там в светлом будущем. А может быть, нужна какая-то система обязательных грантов? Ну, условно, приходит компания в вуз, и на законодательном уровне закреплено, что если компания этому вузу дает какой-то контракт, условно, на $1 миллион, то она должна еще $1 миллион дать этому же вузу в виде гранта, за который он отчитываться не обязан, а может эти деньги распределить как угодно между преподавателями, и чтобы они там делали что угодно. Примерно так и происходит. Мне кажется, тут законодательного давления не нужно. То есть просто как бы компания же понимает, что вузу тоже какие-то выгоды нужны. И, разумеется, они спонсируют как бы вещи, которые, в том числе, которые им вообще не нужны, но нужны нам. Вот. Но это пакетное соглашение, так сказать. А они сами приходят с этим пониманием, или вы им объясняете? Ну, мне кажется, компании уже понимают правила игры. Но, по крайней мере, крупная компания, они понимают, что ждать от вуза, так сказать, что вуз может дать, что они, так сказать, должны вузу дать. Мне кажется, то есть тут с нуля не надо объяснять, почему. То есть они вас не воспринимают как субконтрактора, где на аутсорсе сидят просто программисты? Ну, нет, нет. То есть так точно нет. То есть там все равно это то, что называется R&D, скорее все-таки. Это все-таки ближе к исследованию. А как они, скажите, измеряют результат этих R&D? Это вопрос очень типовой, его очень часто задают, и мне, я слышу его. R&D слово хорошее, но как на выходе через год этого R&D узнать, получился у нас R&D? Не зря мы потратили $1 миллион, или мы все-таки потеряли эти деньги и нет смысла продолжать? Какие метрики у R&D? Я не знаю, я с той стороны как бы процесс не знаю, но раз продолжает сотрудничество, значит, оно выгодно, а кому не выгодно, тот не продолжает. Вот, но я бы не сказал, что это потерянные деньги, потому что в любом случае это, так сказать, и на имидж компании положительно влияет, просто то, что они сотрудничают с университетами. Вот, то есть в любом случае, как бы, даже если ничего не получилось, ну, во-первых, компания не на последнее все-таки, наверное, сотрудничает с университетами. Какой-то у них бюджет развития есть, который вот именно венчурный, да, что-то выстрелит, что-то не выстрелит. Вот, и они это понимают, что как бы, если из 10 проектов один выстрелит, то уже что-то окупится. Вот. А во-вторых, в любом случае, это как бы пиар-эффект определенный, в котором они тоже, конечно, заинтересованы. Может быть, даже пиар-эффект такой не широкий пиар, а пиар среди специалистов. Люди будут знать, что... Естественно. Потому что у меня такое ощущение и опасение, что компании неизбежно вынуждены под давлением бизнеса своих показателей, бизнес-задач, вынуждены считать деньги и считать результаты. Потому что каждый $1 миллион, который они отдают в университет, он же на учете находится, у них там внутри, в компании. И всегда есть человек, у которого спросят, а куда он пошел, а что мы получили, а какая нам выгода. И он должен хоть какие-то метрики представить и сказать, ну вот... Нет, естественно. Естественно, если совсем ничего не получается, то, конечно, этот отдел прикроют. Вот, то что-то должно получаться. Вот какие-то цифры, да. Иногда они говорят, окей, давайте измерим количество людей, которые к нам пришли, допустим, из этого вуза, и мы их наняли. Или давайте измерим количество статей, допустим, которые были опубликованы. Но вот я не знаю, как вы отчитываетесь. Я думаю, компаниям статьи как раз не особо интересны. Тут вот скорее другое немножко противоречие, что наука-то она по определению открытая, а вот это все-таки такой элемент ноу-хау, там, то есть как бы знания, которые все-таки лучше как-то или засекретить, или хотя бы запатентовать, а не в широкий доступ выкладывать. Но с этим связаны иногда какие-то там нюансы, но в целом как-то
как-то это все вещи разруливаются. И вы видите тренд на увеличение этой поддержки и интеграции вузов? Мне кажется, взаимодействие растет. Мгм. Ну и государство, по идее, должно как-то этому способствовать, подталкивать Но к таким государство должно компаниям. не мешать. Мне кажется, в данном случае правильная формулировка такая. Ну хорошо, это метрики, которыми вы оцениваете, вернее, вас оценивают компании, мы про них поговорили. А как вы внутри оцениваете ваших коллег, профессоров, исследователей? Какие у них метрики? Как понять, за год он сделал что-то ценное или нет? Ну, это обычно делается, когда переизбрание по конкурсу происходит. Ну, там метрики очень простые. Во-первых, публикации. Вот, во-вторых, сколько студентов, например, у него защитилось, там, или там работы написали какие-то. Ну и там еще, ну, понятно, что он должен быть, если это преподавательская позиция, понятно, что он должен сколько-то часов отработать, не без этого. Мгм. Ну, то есть, ну и плюс есть все равно какое-то неформальное ощущение, так сказать, что действительно хорошо поработал или плохо поработал, плохо формализованное, ну, вот коллеги, мне кажется, чувствуют. Мгм. Недавно была новость, я не помню какой, швейцарский университет решил выйти из системы ранжирования университетов мировой, которая опиралась на именно количество публикаций, сделанных профессорами этого университета. И они это объяснили тем, что вся эта система, она порочна, потому что мотивирует ученых на увеличение количества публикаций и цитирований. И цитируют они чаще всего, ну, частенько сами себя. И таким образом не создают какой-то вклад, не вносят какой-то вклад в науку, а только бумагу расходуют на эти все публикации, а мы их за это еще и поощряем. И вот они сказали, мы выходим. Хотя они были в рейтинге там какие-то в первой двадцатке, наверное. Вы как бы отнеслись? Ну, понимаете, каждый раз, когда мы зафиксировали какую-то метрику, всегда находятся хитрые люди, которые ее как-то подкручивают. Вот. Понятно, что, так сказать, ну, невозможно с этим до конца бороться, надо просто, чтобы метрика все-таки хоть как-то коррелировала с реальностью. Вот. Ну, например, индекс Хирша, несмотря на все накрутки, как бы, если выкинуть самоцитирование, это очень просто выкинуть самоцитирование. Мгм. Если выкинуть самоцитирование, то, например, индекс Хирша, ну, так, в среднем довольно неплохой показатель, хотя, конечно, так сказать, бывают как бы исключения и в ту, и в другую сторону. То есть бывают там великие там, математики, которые ну, практически не публикуются, да, тот же Уайлс, который теорему Ферма доказал, после этого, в общем, как бы не публиковал практически ничего. Мгм. Бывают, наоборот, там, ну, там шарлатаны, условно, которые действительно, там, так сказать, в каких-то хищнических журналах, там, как бы, через подставных лиц, там, себя цитируют и себе этот индекс накручивают. Но в обе стороны бывают. Поэтому все равно, как бы, помимо вот этих метрик, все равно должно быть вот какая-то экспертиза именно со стороны, ну, со стороны коллег. Да, Мгм. то есть... И вот какого Нобелевского лауреата не взять по математике, по физике, посмотреть их индекс Хирша? По математике не бывает нобелевских лауреатов, бывают филдсовские. Вот. Ну, кстати, да, вот, например, Станислав Константинович Смирнов, который основатель нашей программы, у него как бы, ну, не маленький, конечно, индекс Хирша, но и не такой, чтобы зашкаливающий. То есть чисто по вот этому критерию не видно, так сказать, что это Мгм. великий математик. Вот, так что, но то, что, что, так сказать, все-таки первая величина математика видно, да, как бы, а вот то, что там, так сказать, именно со звездочкой, что называется, это вот чисто по вот такому формальному критерию не видно, да, то есть, конечно, это далеко от совершенства. Мгм. Может быть, существует какая-то более эффективная метрика, мы просто ее еще не придумали. Ну, мы как... Естественно, можно люди над этим. Кстати, мне даже попадалось на глаза как бы что-то, что вместо индекса Хирша там чуть-чуть по-другому правило устроено, но я подзабыл. Вот, в Мгм. результате получается лучше, но я забыл, в чем там фишка. Мгм. А вообще, как думаете, нужно ученых оценивать? Или это практика порочная и демотивирует их? Но все равно мы должны как-то, ну, то есть, вот, допустим, там действительно переизбрание по контракту, например, или еще что-то. Все равно как-то где-то в бюрократической системе все равно оценки должны быть.
Понятно, что главное это неформальная оценка со стороны коллег, то есть там, да, вот я знаю, что там, вот Вася хороший ученый, а Петя, ну, еще нет. Так сказать, да. Вот, это может быть даже в комьюнити более важно. Но формальные какие-то вещи тоже нужны, ну, просто потому что, ну, невозможно совсем без бюрократии. Плохо, когда слишком много, или когда она, так сказать, подменяет собой реальность. Вот, но совсем без нее невозможно. Потому что говорят, что вот вы говорите про субъективную оценку. Я слышал частенько, как ученые говорят, что есть такая некая мафия ученых внутри любого сообщества ученых, некая мафия, которая друг друга поддерживает, и попасть внутрь этой мафии крайне сложно. Быть ученым со стороны крайне тяжело, вот просто прийти на конференцию, подать статью, и вдруг ее примут, и вдруг она получит хорошие отзывы. Все это не случается просто так, и обычно это все связано с именно отношениями между людьми, которые должны быть налажены, и только после этого получается результат. Нет у вас, у математиков такого? Не, ну отчасти есть, конечно, но это не настолько прямо уж какие-то замкнутые мафиозные сообщества. То есть тут вот просто действительно, ну а кто, допустим, студента, про которого никто еще ничего не знает, может порекомендовать? Ну, научный руководитель в первую очередь. Вот, а чтобы научный руководитель мог его кому-то порекомендовать, естественно, у него какие-то знакомства и связи, еще что-то должно быть. Не без этого. Вот, но если человек уже каких-то результатов добился, то вот все знают, что он такой теорема, например, ну, Перельман, например, да, все знают, что он гипотезу Пуанкаре доказал. Ну и как бы, ну, кстати, возможно, он немножко действительно с этой системой не ужился, да, одна из, так что, может быть, не самый удачный пример. Ну, вы понимаете, да, что если как бы заслуги человека уже за себя говорят, то это другая ситуация. А для старта, естественно, нужны, ну, связи научного руководителя, в первую очередь. Вот этот старт, он самый тяжелый. Когда мы говорим, конечно, уже о людях с репутацией, то, конечно, там все понятно. Но для тех, кто начинает, их очень пугает очень часто вся эта научная закрытость определенная. И они жалуются, говорят, да нет, я туда не попаду, потому что связей нет. И у меня как-то был случай с одним преподавателем здесь, ученым в России. Мы обсуждали вопрос о том, куда подать статью, на какую конференцию, которую мы совместно написали. Я ему говорил, вот есть конференция где-то в Канаде, она хорошая, качественная, высокого уровня, давайте туда подадим. А он мне сказал, а я там не знаю никого. Как мы туда подадим? Это аргумент, да, то есть даже как бы математические журналы все равно смотришь редколлегию, как бы если в редколлегии знакомый человек, ну как бы ему и посылаешь, что называется. Вот, если знакомого человека нет, ну можно как бы попробовать, иногда даже и получается, но ну как бы, ну тут надо понимать, что это не то, что вот прямо совсем уж руку моет, что называется, то есть это еще не гарантирует, то есть если даже есть знакомый человек, это еще не значит, что статью примут, потому что особенно в журналах высокого уровня там очень большая конкуренция. Угу. Почему у нас в России нет, ну или я сужу о компьютер-сайенс, у нас нет конференций такого уровня, как за границей, и нет журналов такого уровня, как за границей. Это последствия 90-х или мы просто не дотягиваем интеллектуально? Ну, не знаю, это какие-то ну, опять же, это, так сказать, вот мы говорили про хорошее наследие Советского Союза, тут, наверное, немножко плохое наследие Советского Союза, да, что наука в Советском Союзе была все-таки замкнутой. Понятно, что люди как бы ездили тоже и на конференции иногда, и на международные, и там и журналы международные выписывали, но все равно в целом это была более-менее закрытая система. Вот, и журналы у нас были сильные, они, некоторые из них и остались, то есть там 3-4 журнала мирового уровня, там российских я назову. Вот. Но, к сожалению, 3-4, а надо 30-40, условно говоря, чтобы вообще, так сказать, в науке как-то быть замеченным. Угу. Вот. И это некоторая проблема, конечно. Вот. А открыть всегда сложно, то есть уже как бы поляна, так сказать, поделена, вот, как-то уже туда втиснуться, открыть новый журнал, это уже все-таки некая сложность. Ну, а в итоге получится у нас или уже и не стоит стараться? Ну, в какой-то момент просто люди решили, что ну вот есть западные журналы, давайте мы в них и будем публиковаться. Сейчас вот есть как бы ну, политические установки, что надо как бы российскую науку именно развивать. Вот, может быть, появятся какие-то журналы, но непонятно, то есть все равно, то есть если только российские ученые в них будут публиковаться, то все равно это тем же самым и закончится. То есть все равно как-то. А вот чтобы там люди там из Европы, там, ну и хотя бы из Китая того же, да, тоже в наших журналах публиковались, но это все равно определенная как бы реклама нужна, и, так сказать, и связи опять же нужны. Вот, то есть это не так просто сделать.
Мгм. Не знаю, лет 50 нам нужно, наверное, да? Ну, я не знаю, мне сложно судить. Но 10 не хватит, скорее всего. Да. И это, наверное, государственная поддержка нужна во многом. Ну, государство, ну, не то, что во многом, но частичная хотя бы поддержка нужна, безусловно. Мгм. Ну, у меня несколько вопросов таких более личных есть, уже меньше про науку. А вы скажите, как вам, как преподавателю, кажется, со студентами нужно быть построже и ставить больше, условно, двоек, или наоборот, больше их мотивировать и ставить там пятерки там, где даже, может быть, они не заслуживают? Ну, мне кажется, все-таки не надо ставить там, где не заслуживают. У нас, опять же, традиционная система, еще тоже с Советского Союза, как бы на пятерку надо решить задачу, как бы недостаточно, так сказать, билет рассказать. Мгм. Вот, надо решить задачу, но причем как бы не типовую, а все-таки немножко посложнее, чем типовая. То есть какая-то выдумка нужна. Мгм. Это, мне кажется, правильный подход. А с двойками сложнее, потому что, ну, я у двойки очень редко ставлю, на самом деле. То есть, Да. если человек совсем не в зуб ногой. Ну, знаете, как это анекдот, значит, одно-два преподавателя, значит, один преподаватель, ну, допустим, анализа, вот, принимает у студента, значит, один вопрос задает, он отвечает, второй задает, он отвечает, ну, и так далее. Вот, ну, ладно, анализ большой, чего-нибудь ты не знаешь, 4. Вот, второй преподаватель, ну, допустим, алгебра. Значит, один вопрос задает, не знает. Второй вопрос задает, не знает. Ну ладно, алгебра большая, чего-нибудь ты знаешь. 3. Ну да. Есть два способа. Ну вот у меня скорее второй. Интересно. А я знаю преподавателей, которые говорят, у меня пятерку получить невозможно, это очень сложно. Опять знает Господь Бог на Да. 4 дня, Да, да. да, 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 да. Остальные оценки ваши, да. Да, да, Есть да. такая присказка тоже, да. Ну, просто я сам как немножко некий опыт имею преподавания. Я знаю, что когда начинаешь действовать так радикально и не ставить пятерки, то против меня ополчается деканат. И приходит ко мне с претензией и просит объяснить, почему я так делаю, потому что это мешает многим студентам, которые там идут на красный диплом, которым нужна Ну, хорошая кстати, оценка. да. И Вот, это... ну, мы обычно вмешиваемся только наоборот, когда кто-то слишком много двоек ставит, потому что это тогда в результате студенты отчисляются, а это уже не очень хорошо, когда много студентов. У нас и так много студентов отчисляется, так сказать, усугублять не стоит. А почему отчисляются? Сами уходят или их выгоняют? В основном сами уходят, ну, то есть кого-то и выгоняют, конечно, в основном уходят сами, ну, понимают просто, что немножко не туда пришли. Ну, вот то, с чего мы начинали, да, вы говорили, там, 10 минут послушали, а дальше не поняли. Да-да-да. Ну, вот, к сожалению, так сказать, да, у студентов тоже такой эффект иногда бывает, да. Ну, может быть, недостаточная подготовка, может быть, недостаточная мотивация, может быть, человек как чего-то другого вообще ожидал, как бы, думал, как-то Интересно. по-другому все будет. И их даже не смущает, что они условно в армию могут пойти или высшего образования у них не будет. Ну, как-то люди проблемы решают, ну, потом девушки есть, опять же, да, но и парни как-то эту проблему решают, не знаю. Но нет, Мгм. ну нет, отчисление это не катастрофа, понятно, что можно восстановиться, например, можно поступить заново, Мгм. вот, это не катастрофа, но определенная потеря времени все. Мгм. Вернусь немного в прошлое назад. Мы знаем, что вы в 2001 году выиграли ICPC соревнования, и тогда в команде были с Николаем Дуровым. Правда Да, и это? Андреем Лопатиным, да, Да. правда. Да. Вот с тех пор Николай Дуров, будучи братом Павла Дурова, они миллионеры, они миллиардеры, я бы даже сказал, они создали Telegram, вы стали деканом. Как вам кажется, кому повезло больше? Но, знаете, я бы все-таки, как бы, декан это, ну, вот как староста в группе примерно, да, это административная обязанность, навешенная, так сказать, на кого-то. Вот, то есть никто же не представляется, вот я староста группы. А вот если уж представляется, то говорят, я студент. Мгм. Да, я бы представлялся, как я ученый. Да, вот. Мгм. Мне повезло, что я стал ученым, потому что я этого хотел. Мне кажется, у меня в этом получилось, как бы я в этом состоялся. Вот, ну конкретно про Акулю, если как бы позволяет формат и время, я могу какие-то Конечно. действительно личные воспоминания. Я вот помню, например, мы с ним ехали на Олимпиаду, значит, школьную всероссийскую. Он мне вернее, в поезде рассказывал, значит, про алгебру Клиффорда. Это там было там, в 8 или в 9 классе.
Вот, значит, конечно, он был намного, ну, что значит был, он и сейчас есть, вот, конечно, он намного умнее меня, вот, но вот карьера ученого, мне кажется, он все-таки у него не задавал, ну, по крайней мере, не задавалась так, как могла бы Мгм. состояться. Вот, а зато вот, ну, вот карьера, ну, даже не программиста, а как бы скорее системного архитектора, там еще что-то, ну, вы знаете, конечно, что он там вот этот тон, так сказать, придумал, принципы Мгм. там и так далее. А вот, в этом плане у него пошло. То есть у него он любил и, как бы, и математику, и информатику. Вот, но, ну, мне кажется, все-таки математику он больше любил. Ну, информатику тоже любил. И я любил информатику. Но, опять же, математику больше. Вот. Ну, вот в этом, потому что что-то мне все-таки уже больше удалось, чем у него. Вот, а что-то у него больше удалось. Ну, мне кажется, это так и часто бывает. Свои плюсы, свои минусы. Очень многие не понимают, куда им пойти, особенно студенты. То ли им пойти по академической дороге и заниматься математикой, то ли им попытаться пойти в бизнес и пойти в стартапы. Ведь это же стартап, и ВК у них был стартап, и Телеграм, это же все. Да, и это риск определенный. И вот молодые люди, они не уверены в том, что же делать. То ли им заниматься классической наукой и долго-долго, как вы, много вкладывать и инвестировать в это времени, чтобы в итоге стать ученым, то ли им пробовать. Ведь стартапы, они же в подавляющем большинстве, они же проигрывают, они же не все Ну, естественно, успешные. там в лучшем случае 1 из 10, а то и А меньше. то и 1 из 100, да. И значит, это 99 потерянных судеб, я бы так сказал. Ну, или, может быть, не целиком судеб, но Почему ж больш... так? Вы слишком пессимистично, там жизнь-то не заканчивается, ну, что-то не получилось, пошел в другую сферу. Там. Ну, да. Вот, но мне кажется, это вот все равно к чему душа лежит. То есть, если человек знает, что хочет стать ученым, ну, мне кажется, надо вот усилия к этому прикладывать. Вот, а если вот именно хочется, там, не знаю, прославиться на весь, ну, ученый тоже может на весь мир прославиться, вот. Мгм. Но тем не менее, как бы, так сказать, программисту это проще в каком-то смысле, там, который стартап делает, да? А Ну, вот, да. на весь мир прославиться или много денег заработать или еще что-то, ну, вот стартап как вариант, ну, вот такой рисковый немножко вариант. Ну, тот же Стив Джобс, тот же Билл Гейтс, они же все бросили свои университеты и стали стартаперами, и в итоге мы их знаем. Да, но сколько людей это так же сделали, и мы их не знаем. Именно. Да. Ну хорошо, у меня последний вопрос, такой традиционный. Как вам кажется, в чем главная миссия преподавателя для вас? Я вам 4 варианта дам. Первое – это объяснять. Второе – воодушевлять. Третье – помогать. И четвертое – наказывать. Ну, дисциплинировать можно. Не наказывать, дисциплинировать. Вот вы как для себя видите? Меня воодушевляет, мне кажется, самое главное. Вот я помню своего научного руководителя, он, к сожалению, там не так давно умер. А вот он именно был человеком, который, Николай Александрович Вавилов, вот, который вот умеет, ну, зажечь. То есть вот даже просто он у нас, грубо говоря, практику по алгебре вел. Вот, но тем не менее он ее так вел, что как бы, ну вот все восхищались, насколько красивая наука. Ну вот мне кажется, вот это важно, да, то есть передать какую-то вот, как это, от свечки к свечке, так сказать, зажигают, да, вот этот вот огонек передать, там, так сказать, именно вот восприятие вот такого эстетического во многом. Соглашусь. Спасибо большое, было очень интересно. Может быть, Вам спасибо. может быть, минутку какой-то рекламы там, чтобы люди шли к вам на ваш факультет, в А ваш университет. приходите к нам, особенно в магистратуру. Бакалавриат мы и так хорошо набираем. Приходите к нам в магистратуру. Хорошо, окей, дадим рекламу. Спасибо большое. Спасибо. Все, до свидания. До свидания.